Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, и чтобы вы не растерялись, узорчики собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится, вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Ну а своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет. Как всегда, не устаю говорить, вы моя большая группа поддержки. Спасибо вам большое. Я сегодня к вам с такими ниточками, с которыми мы уже работали, да, помните? И с узорчиком, он, возможно, что не новый. Возможно, вы его многие видели, но мне так захотелось его воплотить именно в этой пряже. Так что присоединяйтесь, будем вязать. Угу. Итак. Пряжа у нас сегодня вот такая вот интересная, секционное окрашивание. Уже доказано, что секционное окрашивание хорошо смотрится спицами. Но мы крючковязой тоже хотим повязать данной пряжей, верно? Итак, смотрите, что это за пряжа. Она называется Визель Rainbow Angora. Цвет у нее получается 10. Смотрите, в составе в 100 граммах 550 метров. Это 15% мохер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% акрил. Она очень мягкая, очень приятная на ощупь. Да, она с небольшими ворсиночками, поэтому крючок сильно маленький не берите, да. Итак, что нам здесь советуют по поводу крючка? Нам здесь советуют, что берите что крючок, что спицы от 5 до 6. Но я вязала 3, в принципе, мне понравилось. Вы смотрите по плотности своего вязания. Если вы вяжете плотно, да, то берите крючок потолще. Если вы свяжете свободно, то берите крючок, как у меня. Итак, я показываю вам узорчик на данной пряже. Вы берете любую свою пряжу, какую захотите. Узорчик универсальный для любой пряжи, что для хлопка, что для полиэфирного шнура и так далее. То есть вы просто берете, соответственно, крючок своей пряжи, и мы вместе вяжем. Договорились? Итак, можно брать ниточку, получается, изнутри. Можно брать ниточку снаружи. Ну вот у меня уже снаружи есть, я возьму снаружи. Тем более будем смотреть, как от темного переходит к светлому, да? Итак, раппорт узорчика получается равняется 6 петелькам. Я хочу набрать, получается, 4 раппорта и красиво закончить по бокам. Дополнительно наберу петелек. Итого, в общем, я набираю 36 воздушных петелек. А вы смотрите, как вам будет удобно. Итак, все как всегда. Для начала мы делаем петельку фиксации. Мы ее при наборе петелек в дальнейшем не считаем. А теперь я набираю 36 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36. Вот. Наш будущий образец. Итак, теперь вместе с новичками мы делаем дополнительный ряд из столбиков с накидом. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. 2, 2. Накид. В следующую петельку опять ныряем и провязываем по 2 петельки. И так далее. В каждую петельку мы ныряем. Для чего? В дальнейшем, когда будем делать узорчику, нам необходимо будет пропускать много петелек. И когда мы будем прыгать по верхушечкам столбиков наших, да, вот этих вот, это будет намного удобнее, чем по воздушным петелькам, особенно новичкам. Могут не так посчитать, не так перепрыгнуть, поэтому мы делаем столбики с накидом. Опытные мастерицы могут перематывать, да, и после данного рядочка приступать к узорчику. Итак, новички, смотрите, самое главное, количество столбиков, которые вы провяжете, должно быть равно количеству петелек, которые вы набрали. Понятно? То есть, если я набирала 36 петелек, у меня должно получиться 36 столбиков. И самое главное, все время повторяю, говорю, смотрите, 3 петельки вот эти подъема, это тоже имитация столбика с накидом. Мы его тоже считаем. Итак, сколько я провязала сейчас столбиков? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Угу. Итак, я провязываю еще 26 так вот столбиков.
Вы тоже провязывайте. В конце ряда встречаемся. Договорились? Несложно. Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, вот такая вот у нас получается красивая дорожка из наших синих столбиков. Далее, что мы делаем? Я буду делать кромочные столбики. Вы можете делать, можете не делать. У меня их будет 3 столбика. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И вот эти вот следующие 2 столбика я провяжу кромочными, да, столбиками. Хотя их в вязании крючком нет таких столбиков, но я для себя сделаю. Я 3 столбиками буду начинать каждый ряд и 3 столбиками буду заканчивать каждый ряд. Теперь смотрите. Сам узорчик. Воздушная петелька, накид. Сейчас получается, я пропускаю 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4-й я провязываю 2 столбика с накидом. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Далее я делаю воздушную петельку. И сюда же опять возвращаюсь и провязываю еще 2 столбика с накидом. 1, 2. Несложно, да? У нас получается вот такой вот маленький веерочек. Далее опять воздушная петелька. Здесь будьте внимательны. Здесь я буду пропускать 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестой я провязываю точно такой же веерочек. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, воздушная петелька. И сюда же опять 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Все, у нас вот получился уже второй веерочек. Далее опять воздушная петелька. И опять пропускаем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестой ныряем и провязываем точно такой же веерочек. Поняли, да? Опять 2 столбика с накидом, воздушная петелька, 2 столбика с накидом. Ничего сложного. Вот так вот мы идем и шагаем до конца ряда. Угу. Сколько у вас здесь набрано было столбиков? Давайте, а в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Не сложно? Не сложно. Веерочки, воздушная петелька. Веерочек, воздушная петелька. Так, смотрите, вот провязали практически до конца наши веерочки. Как мы заканчиваем ряд? После последнего веерочка делаем точно так же воздушную петельку. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И вот в последние столбики провязываем, ну, я буду провязывать кромочные, так скажем, мои столбики. Все. Ряд закончен. Красота? Красота. Идем дальше. Итак, опять 3 петельки подъема. Мои кромочные столбики. И сейчас что мы будем делать? 2 воздушные петельки. 1, 2. Ныряем вот в эту арочку из воздушной петельки предыдущего ряда и делаем столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. И вот там, где наш веерочек, мы провязываем точно такой же веерочек. То есть 1 столбик с накидом. Сюда же 2 столбик с накидом. Воздушная петелька. И опять сюда же 1 столбик с накидом. И 2 столбик с накидом. Есть. Угу. Теперь точно так же опять делаем 2 воздушные петельки. Опускаемся в арочку из воздушной петельки предыдущего ряда. Делаем столбик без накида. 2 воздушные петельки. И опять делаем вот наш веерочек в арочку. Точно такой же веерочек. Из 2 столбиков с накидом. Воздушная петелька. И сюда же 2 столбика с накидом. Все, и вот так вот вы делаете до конца ряда. То есть вы, получается, в каждую арочку, вот это вот между веерочками, провязываете вот такие вот маленькие 2 арочки, такие вот 2 галочки. Понятно? Все, давайте до конца ряда. Несложно, в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали наш ряд. Что делаем дальше? Опять я делаю свои кромочные столбики. Так, это у нас будет 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. То есть как бы вот будет у нас, если палантинчик, да, то это будет вот у нас такой краешек ровный. А далее мы повторяем точь-в-точь первый ряд. То есть мы сразу же, да, делаем после наших столбиков одну воздушную петельку и веерочек в веерочек. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, воздушная петелька и опять сюда же столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. То есть вот эти вот арочки маленькие мы уже не провязываем. Понятно? Опять одна воздушная петелька и сразу же перепрыгиваем вот к нашему следующему веерочку. Понятно?
Все, ничего сложного. То есть вы провязываете третий ряд точно так же, как и первый ряд. Все, давайте вот так вот же до конца ряда. Видите, у меня уже ниточка меняется. Такая светленькая становится чуть-чуть. Все. Вот веерочек воздушная. Точно так же, как вы провязывали самый первый ряд. Давайте в конце ряда я вас встречаю. Так, вот мы провязали, получается, ряд, да, с нашими веерочками. Третий ряд, который повторял первый. И я уже перевернулась, получается, на следующий ряд. И четвертый ряд будет повторять второй. То есть мы делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Ныряем вот в эту арочку, самую первую из воздушной петельки. Делаем столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки. И в арочку веерочка провязываем точно такой же веерочек. Раз столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом, воздушная петелька и опять раз столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Теперь мы не перепрыгиваем к следующему веерочку, а провязываем вот точно такие же 2 вот такие вот галочки, да? 2 воздушные петельки, нырнули в арочку между веерочками, столбик без накида, 2 воздушные петельки и опять в арочку веерочка провязываем такой же веерочек. Все, получается, там, где у нас веерочки, да, все время будут веерочки. Вот. А там, где у нас получается, мы будем в одном ряду делать арочку одну, в следующем 2 арочки. Одну арочку, 2 арочки. Понятно? То есть узорчик состоит из 2 рядов. Раз, два, раз, два, раз, два. Все, несложно. И вот таким образом давайте увеличим наш образец. Посмотрим, как меняется ниточка и как смотрится узорчик, в принципе. Получится очень-очень красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Все ждала, когда перейдет цвет. Так, ну понятно, да, что когда изделие будет пошире, то, естественно, переходы будут идти чуть побыстрее. Ну, как бы не то, чтобы быстрее. В каждом как бы ряду будет, наверное, новая все-таки ниточка. Да, секционное окрашивание вот такое вот интересное. То есть оно такое медленное, плавное. Далее оно, видите, получается, будет переходить из голубого в такой нежно-нежно-голубой в белый, а потом пойдет обратно. От белого к голубому и потом к синему и к темно-синему. Такой будет аккуратненький, медленный переход. То есть это шикарно будет смотреться в палантинах, кофточках, да, различных снудах, шарфиках и так далее. Итак, смотрите. Узорчик я вязала и решила его, ну, закончить. Как я его закончила? Я, получается, провязала по краям столбики с накидом, а вот здесь за верхушечки я бралась столбиками без накида. И между столбиками без накида я провязывала ровно столько воздушных петелек, сколько мы пропускали столбиков в самом начале. То есть здесь 3, здесь 5, 5, 5, 5. Понятно? То есть здесь 3 воздушные петельки, тут 5, 5, 5, 5, 3. А обратно вернулась, смотрите, просто столбиками с накидом. То есть ничего сложного. То есть там, где столбик без накида, столбик с накидом, там, где 5 воздушных петелек, 5 столбиков с накидом. То есть ничего сложного. Сколько петелек, столько столбиков. Единственное, хотела уточнить. Вот в этой части я провязала просто столбики с накидом, ныряла в арочки. А во второй половинке, смотрите, я провязала, получается, как я показывала в многих видео, я провязывала прямо в петельки. То есть именно в воздушную петельку ныряла и столбик провязывала. Именно в воздушную петельку ныряла и столбик провязывала. Я считаю, что так выглядит намного аккуратнее, чем вот так, да? Но тут смотрите на свою пряжу, на свой крючок, на свое зрение. Если как бы все складывается, так будет медленнее, но видите, как аккуратно, красиво. Если не складывается, бог с ним, не ломайте глаза, так тоже красиво. Угу. Вот. Давайте замерим. Итак, я набирала сколько? 36, да, воздушных петелек. Если это же пряжа, этот же крючок, это же плотность вязания, то это, ну вот, 16,5 сантиметров, практически 17. А здесь получается у нас вот такой вот интересный как бы кексик, да, назовем его такой вот кексик. 2 ряда, то есть 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 и 16. Я уже говорила, да, девчата мне как бы тоже соглашаются, что когда вяжете секционные пряжи, именно вот длинные, да, переходы цветов, вяжется быстрее, ждешь, когда же новый цвет перейдет. Итак, 18 сантиметров. Красота, красота. Несложный, вообще несложный узор. Наверняка многие из вас вязали, но мне захотелось именно данный узор воплотить вот именно с данными ниточками. Вот мастер, загорелись глаза, надо срочно делать, да? Вам же это знакомо наверняка. Вот. Так что у меня вот такая вот получилась красота.
Пишите, кто уже вязал данным узорчиком, что вы вязали, что у вас получилось. Кто уже работал с данной пряжей, тоже пишите отзывы. А также жду ваших комментариев, куда можно в принципе использовать данный узорчик помимо кофточек, кардиганчиков, палантинчиков и так далее. Надеюсь, видео вам понравилось. Всем ровных петелек. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки на канале. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Ну, естественно, лайки и комментарии. Внизу под видео находится стрелочка «Поделиться с подружками». Делитесь. Нажимайте на плюсик внизу также под видео. Так вы сохраните в свои плейлисты данные видео и можете посмотреть, пересмотреть в любое удобное для вас время. Увидимся в новых видео. Пока-пока.